В первой части одноименного фильма была описана самая простейшая, частная схема возможного применения психофизического оружия против конкретного человека. Вариаций репрессивного применения психотроники очень много. Технологии, которые используются сейчас повсеместно спецслужбами и людьми, которые так или иначе получили доступ к ним, являются не столько секретными, сколько закрытыми от абсолютного числа людей по всему миру завесой псевдонаучных фильмов от ученых, которые или же не владеют информацией вообще, или же целенаправленно ее искажают и коверкают, высмеивая и придавая этим явлениям исключительно комический и нездоровый с точки зрения психики окрас. Люди, поднимающие эти темы, становятся объектами насмешек, им искусственно придается статус психически больных, нередки случаи целенаправленной травли. В нашей стране до сих пор не принят закон, который бы регулировал применение всевозможного психотронного оружия против граждан внутри страны. Теперь давайте посмотрим на психотронику глобально. Представьте себе муравейник, в котором есть рабочие муравьи, есть муравьи-воины и есть королева. У людей то же самое. Итак, запомните эту простейшую и одновременно гениальную схему управления всеми людьми. Сознание человека имеет обширный спектр восприятия. Современная наука имеет возможность с помощью технических приспособлений, компьютера и программное обеспечение в том числе, ограничивать этот спектр восприятия и упорядочивать его, блокируя или приглушая определенные участки этого восприятия для одних людей и, наоборот, увеличивая или добавляя эти самые возможности для других. Если перенести это для простоты восприятия на муравейник, то химия муравья-королевы блокирует восприятие муравья рабочего до уровня восприятия его функций строительства муравейника и добычи пропитания для всего муравейника. Восприятие муравья-бойца становится таким, что он может только защищать или нападать. На этом и держится весь муравейник. У людей все сложнее. Есть общий спектр восприятия, который блокируется абсолютно для всех. Далее вступают в силу уже групповые или частные методы блокировки или, наоборот, разблокировки восприятия. На сегодня технологии позволяют программировать отдельные личности таким образом, что по внешним признакам невозможно отследить вмешательство в восприятие человека. Принципы программирования являются достаточно тонкими и изощренными. Для того, чтобы повлиять на отдельного человека, необходимо снять показатели системы ценностей человека. В дальнейшем мы будем называть ее когнитивной картой человека. Так какие же параметры входят в эту карту? Перечислим несколько из них. Морально-этические, идеологические, культурные, образовательные и многие другие. Итак, представьте, что с человека снимают когнитивную карту, которая включает в себя вышеописанные параметры и множество других, более тонких, которые заданы системой отслеживания и контроля. Имея в наличии карту восприятия, соответствующие специалисты легко могут вмешиваться в ее структуру и изменять параметры в соответствии с поставленными целями. Моделирование карты восприятия может происходить при непрерывном резонансе с энергетическими процессами моделируемого субъекта. То есть можно перенести снимок когнитивной системы и работать с ним, не прерывая связи с самим носителем карты восприятия. Технологии позволяют определенным образом тестировать произведенные изменения в карте восприятия и моделировать их. Решающим же фактором контроля личности является фиксация внимания индивида в определенной выделенной области восприятия. Канал восприятия идентичен отдельному радиоканалу. Захват внимания происходит при помощи непрерывного энергетического импульсного фона, содержащего в себе параметры индивидуальных энергетических излучений самого индивида. Поэтому для человека этот фон является абсолютной командой, которую он не способен игнорировать. Также, выделяя параметры конкретного индивида и отфильтровывая лишнее излучение, можно создать отдельный канал восприятия, который будет взаимодействовать только с конкретным человеком. Таким образом, частотная модуляция позволяет захватывать внимание индивида и увести его на отдельную частоту, отдельный канал восприятия, который не входит в резонанс больше ни с кем другим, и никто другой, кроме выбранного человека, не будет воспринимать то, что происходит на этом выделенном канале излучения. Эти же возможности позволяют синхронизировать каналы восприятия нескольких и более людей.
Результат при этом может быть идентичен эффекту телепатии или сходных феноменов. Когда такой канал восприятия создан, и внимание человека в нем принудительно зафиксировано, больше ничто не мешает моделировать процессы восприятия человека практически без ограничений. Если следить за тем, чтобы энергетический уровень не превышал определенные параметры, можно захватить и удерживать внимание человека непрерывно и постоянно. То есть человек просто не сможет выйти из принудительного резонанса с выделенным каналом восприятия, даже если знает о самих возможностях собственного восприятия и способен направлять собственные процессы. Это значит, что сознание можно контролировать полностью скрытно для восприятия человека. При этом контроль будет являться абсолютным. Чтобы непрерывно контролировать сознание, вовсе не обязательно отслеживать и направлять каждый процесс восприятия человека. Достаточно определить основные значения когнитивной системы и задать значения, которые являются пределами возможностей внимания, восприятия, интеллекта и тому подобное. Например, можно запретить человеку определенные направления мысли, побуждения и другие процессы. В типичном среднем случае, чтобы контролировать человека, вполне достаточно выделить глобальные параметры интересов и усилить их. Человек будет полностью поглощен этими задачами. На эти глобальные задачи будет уходить все время и энергия индивида. Все остальное будет не просто вторично, а восприниматься индивидом излишним и ненужным. Внешне при этом личность человека не изменяется. Снятая карта восприятия включает все родные параметры и модели самого человека. Просто эти модели и параметры несколько урезали, ограничили и зациклили на основных, постоянно повторяющихся интересах и действиях в бытовой повседневности. А производимые изменения в карте восприятия выглядят как новые интересы и увлечения. Далее открываются возможности разделить основную личность на субличность. Карта восприятия таких субличностей будет содержать, например, все глобальные параметры самого человека, но отличаться по интересам, устремленностям и некоторым моделям поведения. Технически, такие манипуляции можно осуществлять полностью в автоматическом режиме с использованием программных модулей, которые находятся на одном сервере, связанном с каналом восприятия моделируемого объекта. Фактически же, количество субличностей для одного человека и качество параметров этих субличностей могут быть неограничены. Человека можно как научить играть в футбол, так и разучить играть на пианино. Можно заставить человека полюбить конкретный политический блок и сделать активистом этого течения, а можно вложить в субличность радикальные программные директивы, заставляющие человека внезапно убивать без каких-либо колебаний. Ведь сам человек знает о собственном функционале так мало, что это позволяет создавать из него любые инструменты системы контроля. И сам человек будет переживать результат таких чужеродных вставок, как собственные проявления и пробуждения. Ему даже не придет в голову, что в его собственное сознание и мотивацию может вмешиваться кто-то посторонний. Вся ответственность за совершенные поступки лежит на самом человеке. В этом и преимущество системы контроля, которая формально не существует. У человека забрали его свободу, но сделали это так, что он даже не знает об этом. Манипулирование восприятием — это и есть контроль сознания.